Добрый вечер. Вы знаете, сегодня я хочу поставить жирную, как кожа на моем лице, точку в истории с термоядерным взрывом, о котором я никогда не говорила, но все нагло врут, что говорила. Якобы я предложила взорвать термобомберные ядра прямо над Сибирью. Во-первых, ну а где еще? Ну не над Москвой же, правильно? А во-вторых, друзья мои, ну это же полный бред. Такое мог предложить только умалишенный, неадекватный, глупый и потерявший связь с реальностью человек. Я понимаю, что я подхожу по всем этим параметрам, но ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила. Я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, дура-баба в футболе ничего не понимаю. Так же, как и футболисты в дурах-бабах не разбираются. Поверьте, я знаю, о чем говорю, ко мне многие футболисты свои мячи подкатывали, но это так, отступление. А все, что я говорила о Сибири, это слова одного умного человека. Он инженер-радиоэлектроник, и вот по его словам, если так сделать над Сибирью, то ничего не будет, ничего такого страшного. Ну а что в той Сибири может произойти? Ну это же Сибирь. Сибирские пельмени от этого расти не перестанут. Тунгусский метеоризм обратно не улетит. Что там еще в той Сибири? Мамин сибиряк папиным уж точно не станет. Морозы теплее не будут. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вы не сможете послушать радио. Вы не сможете посмотреть фильм «Приключения электроника». Перестанет работать вот эта камера, которая меня постоянно полнит, как будто бы я бобра съела. Этот телефон, на который мне каждый день присылают новые методички из Кремля. Вот эта вот вибро-штучка для взрослых, на которой я сейчас сижу. Да и не только сейчас. Одним словом, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Рэкет, бандитизм, сахарные панталоны. Ой, сахар по талонам. И я вам скажу, чудесно же жили. Вместо туалетной бумаги – газеты. Вспомните, мы были самыми начитанными засранцами. Мы в буквальном смысле втирали в себя важную информацию. Что еще? Не будут работать ноутбуки, планшеты, все эти гаджеты, телевизоры. Подождите, как это телевизоры не будут работать? А во что россияне целыми днями пялиться будут? В холодильник, что ли? Так там смотреть не на что. Вы что, не понимаете, что если им отключить телевизор, они, не дай бог, включат голову, начнут еще думать о том, о чем думать категорически запрещено? Не-не-не, подождите, над Сибирью нельзя, над Сибирью нет. А если над Камчаткой жахнуть, телевизор будет работать? Тоже нет. Господи, кто тогда вообще такое мог придумать? А я еще думала, что этот мой знакомый радиофизик, умный человек. А он, получается, какой-то радиошизик, что ли? Хотя такие умные вещи мне постоянно рассказывал. Я же не разбираюсь в этом всем. Я, знаете, дура-баба, мне аж в один рот влетела, а из другого уха вылетела. Но он, правда, столько всего интересного мне поведал. Вы вот, например, знали, что если на нашей же территории, где-нибудь в Сибири, закрыться в темной комнате, удобно сесть на диван, высоко задрать ноги, поднести к попе зажигалку и тихонечко пустить шептуна, то ничего не будет. Ничего такого страшного. Максимум комната на несколько секунд станет светлее. Об этом знали еще в советское время. И, кстати, этот метод работает не только в Сибири, но еще и в Подмосковье. Я просто пробовала у себя дома. И не только у себя. Что он мне еще такого умного рассказывал? Он говорит, ты знаешь, что если где-нибудь в Сибири на детской площадке 40-градусный мороз лизнуть качельку, то качельке ничего не будет. Ничего такого страшного. А вы максимум переночуете на детской площадке и до конца жизни больше не захотите лизать качельки. Об этом знали еще в советское время. Или вот, например, вы знали, что если где-нибудь на нашей территории, не обязательно в Сибири, зайти в незнакомый подъезд, подняться на любой этаж и навалить кому-то под дверью, потом это все накрыть газеткой, поджечь и позвонить в дверь, то ничего не будет. Зато у вас появится возможность познакомиться с интересными людьми. Я, например, так с Тиграном познакомилась. Правда, он вышел чуть раньше, когда я еще только над первой частью плана пыжилась. Я в тот момент пыталась, конечно, убежать, но от судьбы, как говорится, не убежишь. Но что меня больше всего поразило из того, что мне рассказывал этот умнейший человек, инженер-радиоэлектроник,
так это то, что любому россиянину все самые сложные внутриполитические процессы, которые происходят в нашей стране, можно объяснить буквально на пальцах. Для этого нужно, чтобы кто-то был рядом с вами. Вы вот так вот вдвоем сложили пальцы. Один должен держать руки в таком положении, а вы вот в таком. И вот если в этот момент ваши руки соединить и потом чуть-чуть приоткрыть, то можно будет четко увидеть, где сейчас находится наша экономика. Да и в принципе вся Россия на мировой арене. В общем, из всего вышесказанного можно сделать один вывод. Не бойтесь общаться с умными людьми. В случае чего на них всегда можно все свалить. Выключите вы уже эту штучку!